Это канал Love Football, и мы продолжаем обзор выступлений армянских клубов в Еврокубках. На этой неделе в Лиге конференции во втором раунде выступили все 4 наших клуба, и результаты есть как оптимистичные, так и не очень. Нуа установил рекорд по забитым мячам для армянских клубов. Арарат Армения очень уверенно начинает евросезон. Пюник по-прежнему не может найти себя, а Урарту хоть и вызывает симпатию, но сдается на милость чехам. Ставьте сразу лайк, нажмите на подписаться и давайте уже начнем обсуждать матчи наших команд. Первым отстрелялся наш чемпион Пюник. В среду он в Македонии тягался с местным чемпионом Стругой. Отмечу, что у Пюника в 8 матчах с македонскими клубами 5 побед и 3 ничьи. Это навевало нам надежду на успех в этом матче. Хотя, наверное, у многих армянских болельщиков надежда начала угасать, когда они увидели в стартовом составе Тарона Восканяна, без обид к этому опытному защитнику. Из изменений стоит еще отметить, что Тубанджо, проведший ужасный матч с Динамо Минском, остался на скамейке. Вместо него в старте вышел Агдун. Уже на 6-й минуте атака македонцев закончилась пенальти. Восканян, будучи первым на мяче, попал вместо мяча по ноге габаритного нигерийского нападающего Кихинде. Забегая вперед, отмечу, что нигериец вел себя омерзительно, весь матч занимаясь симуляцией и провокацией наших футболистов. Но он все делал во благо своей команды. И нужно признать очевидный факт. Фол Тарона Восканяна действительно тянул на пенальти. К точке подошел 37-летняя легенда македонского футбола Бесарт Ибраими и уверенно реализовал свой шанс. Спустя 15 минут все тот же Кихинде уже у своих ворот свалил сам. Во время углового он локтем ударил Хосе Карабалю в борьбе за мяч. Пенальти и желтая карточка не заставили себя долго ждать. Бразилец Лукас тоже уверенно реализовал свой пенальти, и счет снова стал ничейным. Дальше команды кое-как докатали матч до перерыва. Стоит отметить, что обе команды показывали довольно скучный и унылый футбол. В начале второго тайма был неплохой шанс у Давида Давидяна, но тут хозяев спас вратарь Филипп Дуймович. Македонцы ответили на это опасным выпадом, закончившимся ударом Ибраими. Тут уже пришло время спасать своих Генри Авакяну. На 60-й минуте Кихинде, который весь матч толкался с нашими защитниками, добился своего. Сергей Вакуленко после потери мяча зачем-то слегка боднул нигерийца ногой. Этого хватило, чтобы тот упал и изобразил адские муки. У меня, в отличие от наших болельщиков, вообще нет претензий в этом моменте к судье. Он абсолютно по делу удалил Вакуленко. Моя претензия к нашему футболисту. Сергей уже много лет в Пюнике. Дослужился до капитанской повязки. Ему 30 лет. Ну как можно в таком ответственном матче так подвести свою команду? Я заметил еще такой неприятный момент. Уходя из поля, Вакуленко не знал, кому отдать капитанскую повязку. Тарон Восканян отказался от нее. Генри Авакян тоже. В итоге все же пришлось чуть ли не уговорить Восканяна надеть повязку. Отмечу, что Тарон хоть и воспитанник Пюника, но прошлый сезон он провел в Алашкерте и совсем недавно присоединился к Пюнику, не проведя с клубом полноценной предсезонной подготовки. Естественно, после удаления вместо Карабалю вышел защитник Коваленко, и Пюник ушел в глухую защиту. С этой минуты атаковали только македонцы, и делали это довольно опасно. Были и штанги, и сейвы Авакяна, но на 73-й минуте даже он не смог достать пушечный, а главное точный удар Стефана Спировского в девятку. Кстати, бывшего футболиста Пюника. Вот так вот. С Динамо бывший футболист Пюника заработал пенальти на последних минутах матча, со Стругой бывший футболист забил гол. Это говорит об ужасной трансферной политике клуба, когда вместо ушедших футболистов не находят достойных новых. Остаток матча прошел под полную диктовку македонцев. У них были реальные шансы увеличить свое преимущество. Но где-то не хватало удачи, где-то исполнительского мастерства. В итоге матч завершился со счетом 2-1, что по такой игре не самый плохой результат для нашего чемпиона. Ведь вполне реально дома победить и пройти дальше. Но не потому, что Пюник явно сильнее, а потому что весь матч не покидал ощущение, что Струга такая же посредственная команда, каким сейчас является Пюник. Я лично так и не понял, за счет чего наша команда хочет побеждать. Порядка и профессионализма, чем всегда отличалась команда Меликяна, сейчас и близко нет. Подтверждение тому поведение капитана. Сильных футболистов, особенно в атаке, тоже нет. С уходом Дашьяна и Харутюняна команда сильно потеряла в созидании. Сказать, что клуб хотя бы обкатывает перспективную молодежь с прицелом на будущее, как тот же Урарту, тоже нельзя.
В общем, все очень туманно и плачевно для Пюника. Но при этом реальные шансы победить дома и выйти в следующий этап у клуба все еще есть. Перейдем к самому приятному матчу для всех армянских болельщиков на этой неделе. Естественно, речь о матче Нуа с Лима. И дело вовсе не в счете матча, а в том, как армянский клуб себя показывал весь матч. Перед матчем наставник Нуа заявил: «Мы нацелены побеждать во всех матчах, что дома, что в гостях. Нам не важно, кто наш соперник, мы должны побеждать всех. Это не давит на нас, мы хотим стать большой командой, а для этого нужно побеждать в любом матче». И Нуа весь матч с мальтийцами стремился забить, все больше и больше, вообще не думая о том, что результат уже сделан. Но давайте обо всем по порядку. Уже с первых минут Нуа обрушил шквал атак на мальтийцев. После натиска в первые 20 минут армянская команда все же добила своей цели, забив быстрый гол. Все больше прибавляющий в игре Мамвилян выдал пас-конфетку на Вёрджила Пенсона. Французский нападающий красивым обводящим ударом забил гол. Меньше чем через 10 минут все тот же Мамвилян вывел 1-1 теперь уже Гонсало Григорио. 2-0 и стало понятно: переживать за результат в этом матче не придется. К чести наших футболистов, они даже не думали успокоиться, уже через несколько минут Пенсон навесом с фланга нашел Григорио. Португалец уверенной головой замкнул передачу. Я не буду показывать все опасные моменты, так как и без этого хватает тех, что завершились голом. На 56-й минуте после нелепой ошибки мальтийцев Гонсало Григорио отметился хет-триком, сделав счет уже 4-0. Но наша команда все никак не могла успокоиться. Спустя 15 минут с передачи Амбарцумяна свой гол забил албанский нападающий Эральдо Чинари. Спустя несколько минут он сделал дубль, но мяч в этом эпизоде засчитали на счет Густаво Альчино как автогол. В добавленное время вышедший на замену португалец Элдер установил окончательный счет – 7-0. Это самая крупная победа в истории армянского футбола в Еврокубках. Отмечу отдельно, что я показал здесь далеко не все опасные моменты Нуа. Забить они могли даже больше. Очевидно, что наш клуб обеспечил себе выход в следующий этап, и думаю, что в гостях тоже будет добыта победа, что важно для общего рейтинга евроочков. Конкретно в случае с Нуа можно уже поглядывать на то, кто будет в третьем раунде в Лиге конференции, а там нас ждет победитель пары АЕК и андорский интерклуб Эскальдес. Первый матч между ними неожиданно закончился со счетом 4-3, хотя греки вели 4-0 за полчаса до конца матча. Думаю, все же, несмотря на подвиг андорцев, победителем в ответной встрече будет именно АЕК. Довольно серьезная команда для Нуа, где армянский клуб уже не будет выглядеть фаворитом. Но если кто и может из наших команд победить клубы из Афин, то это точно Нуа. Посмотрим, насколько они сильны на самом деле. Арарат Армения начинал свои выступления в Лиге конференции со второго раунда, поэтому болельщики не совсем понимали, какова сила команды Вартана Минасяна, а она довольно велика. В гостевом матче с молдавским Зимбру вышло 6 армянских футболистов: Арсен Бегларян, Эдгар Григорян, Камо Хованесян, Армен Хамбарцумян, Хованес Арутюнян и Артур Серепян. Матч был хоть и гостевым, но начался под диктовку Арарата Армении. Одна из многочисленных атак привела к пенальти на 23-й минуте, который уверенно реализовал Артур Серепян. Были шансы у нашей команды еще забить, но первый тайм так и закончился. Во втором тайме характер игры особо не поменялся. На 73-й минуте из-за безалаберности в защите молдаване пропустили второй гол. Отличной техникой отметился вышедший на замену ганец Эрико Канси.
Когда футболисты Зимбру пошли большими силами вперед, пропустили опаснейшую контратаку. Дуарте перехватил мяч и выдал отличный пас на Оканси. Ганец оформил дубль. 3-0, и с большой долей вероятности Айрат Армения обеспечил себе выход в следующий этап, где встретится с Академией Пушкаша, третьей командой Венгрии по итогам сезона 2023-2024. Соперник хоть и намного сильнее Зимбру, но армянской команде вполне по силам победить их. Ну и напоследок самое горькое среди всех минувших матчей – Урарту гостил в Чехии против клуба Банник Острава. Это самая сильная команда из всех, что попалась армянским клубам. Чехи сходу взяли инициативу и вплоть до конца матча не отдавали ее. Уже на 15-й минуте Банник вышел вперед, отличился бразилец Эвертон. Причем в этом эпизоде 17-летний Хайк Хазарян сначала спас свою команду, но нерасторопная защита позволила буквально вонзить мяч в сетку наших ворот. Пока наши ребята приходили в себя, Эвертон накрутил в штрафной почти всю защиту Урарту и отдал пас на Иржи Боула. Тот точным ударом в левый угол сделал счет 2-0. Наши футболисты были в тяжелом нокдауне, а Эвертон снова оставил неудел всю армянскую защиту, выдав зрячий пас на Давида Бухту. Тот довел счет до неприятных 3-0. А ведь шла всего 26-я минута. Кое-как Урарту доковылял до перерыва. Но передышка нам ничем не помогла. Во втором тайме чехи продолжали свое избиение. Сначала гол словацкого нападающего Эрика Прекопа довел счет до 4-0, а затем удаление нашего капитана Жиряра Маркаяна окончательно похоронило даже теоретические шансы нашей команды на положительный итоговый результат. На 82-й минуте Иржи Клима с пенальти сделал счет 5-0. Но к чести наших ребят они не опустили руки после такого, и вышедший на замену Геворг Тарахчана забил гол престижа, сделав окончательный счет 5-1. Ответный матч будет формальностью. Банник точно пройдет следующий этап. Весь вопрос в том, сможет ли Урарту зацепить хотя бы домашнюю ничью, а еще лучше любую победу, дабы сохранить лицо и добыть очки для Армении в рейтинге коэффициентов УЕФА. Тут важно сделать одно замечание. Как выступил Урарту? В целом ужасно, хуже некуда. Но надо признать, что с Банником никто из наших клубов сейчас не смог бы тягаться, разве что Ноа. И не стоит забывать, что в стартовом составе у Дмитрия Гунько вышли 8 армян, большинство из которых достаточно молодые. Да и вышедшие на замену армянские футболисты тоже довольно молодые. Давиду Гарутюняну вообще 16 лет. Я более чем уверен, что выпусти Гунько более опытный легионерский состав, результат был бы такой же, только счет бы оказался не 5-1, а 3-1 или что-то типа того. Если ставка на молодых футболистов своей академии – это новый вектор развития Урарту, то Челаянцу и Гунько можно только респектовать. Сегодня 17-летний вратарь Хайк Хазарян пропустил 5 голов, а через год или два он и остальная молодежь окрепнет и выдаст намного более зрелое выступление. И уж точно хоть кто-то из них в итоге дослужится до национальной команды. Именно так развивают местный футбол. Так что я призываю наших болельщиков не нападать критикой на Урарту и лично на Дмитрия Гунько. Нужно дать ему время и посмотреть, что у него получится с этой молодой и безусловно талантливой командой. На этом сегодня все. Думаю, армянский клубный футбол хоть и медленно, но развивается. И впереди нас ждет еще больше успехов. А чтобы не пропустить их, обязательно подпишитесь на меня, поставьте лайк и напишите в комментариях, сколько клубов в итоге от Армении будет в третьем раунде Лиги Конференции.